Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня решила потренировать свободно-ходовую стежку. Нашла очень симпатичный рисунок для стежки в интернете. И вот хочу попробовать. Сначала на бумаге порепетировала, как это будет у меня. Потом сделала заготовку для стежки. Использовать буду лапку для стежки. Она недорогая, кому надо на Алиэкспресс закажете, рублей за 100 купите. Для того, чтобы ее подсоединить, откручиваю свою лапкодержатель, лапку снимаю и прикручиваю вот эту. Почему я так подробно говорю? Потому что очень многие новички хотят научиться стегать, но не знают вообще, с чего начать, как эту лапку прицепить. У меня сейчас лапка поднята, но при опущенной лапке вот эта вот железочка будет приподниматься с помощью иглодержателя. И лапка при стежке будет немножечко подпрыгивать. Обязательно при свободно-ходовой стежке вот этот рычажок переводим в положение вправо, чтобы убрать нижний транспортер, вот эти зубчики. Вот если он слева, видите, зубчики раз и появились. А нам они не нужны, поэтому мы его сдвигаем вправо. Мы будем двигать сами ткань руками. Нам нижний транспортер не нужен. Нитки я буду использовать. Вот верхние у меня такие толстые будут, как джинсовые, для шитья джинсов. А нижняя обычная сороковка. На шпульку буду наматывать. Я буду два цвета использовать, красный и зеленый. Я уже чуть-чуть потренировалась, но на самом деле как курица лапой, как говорится. Ну, во-первых, я не позиционирую себя как мастер свободно-ходовой стежки. А во-вторых, для любого нового дела нужно наработать определенные навыки. Вот я их сейчас и нарабатываю. Вы скажете, особенно новички скажут, а как наработать навык, если то иголка ломается, нитка бесконечно рвется. На педаль жмешь, и она прям с места в карьер с космической скоростью начинает строчить, не успеваешь ничего сделать. Девочки, я тоже сталкиваюсь с такими же проблемами. И давайте решать их последовательно. Но нитка рвется, это надо, во-первых, проверить натяжение нити. Во-вторых, вторая проблема, иголки ломаются. Ну, во-первых, они также поэтому ломаются, потому что или натяжение неправильно, или вы очень резко двигаете ткань. От того, что у педали не отрегулирована скорость, более мягкий, плавный ход, и вы в результате вот на педаль жмете, при этом ткань двигаете и ломаете иголку. Кроме того, очень большое значение имеет иголка. Вот у меня пока стояли универсальные иголки, у меня рвалась нитка каждые 5 секунд. Ну как тут отработаешь какой-то навык? Только если навык, как заправлять нитку в иголку заново. Как только вы поставите иголку для квилтинга, или у меня вот не было, я поставила иголку для кожи, и у меня сразу более-менее пошел процесс, по крайней мере, перестали рваться нитки. По поводу скорости педали. В интернете есть видео, по которому вы сможете сами отрегулировать скорость педали, разобрать ее там и все такое. Ну, либо мастера вызовите, и вам сделают. Это делается очень быстро. У меня одна из подписчиц так сама и отремонтировала, сделала, чтобы у педали был более плавный ход. Просто нашла это видео в интернете. Я вам ссылочки не дам, я сама не знаю, где оно. Просто наберите в YouTube, как отрегулировать ход педали на более плавный, и найдете это видео наверняка. Потому что скорость нужно регулировать при более медленной скорости. Во-первых, вы сами будете успевать сообразить, что вы делаете-то, а не куда понесло, туда понесло. Во-вторых, машинка просто чистит так, что на каждый миллиметр по несколько стежков получается. Она просто как отбойный молоток бесконечно бьет, а шить толком не получается. Кстати, девочки, у меня здесь ускоренное видео. Вы не думайте, что это я на такой скорости шарашу. Кстати, по поводу иголки я не сказала. Я использую вот сейчас, вот в этом видео, у меня для кожи номер 90. И натяжение верхней нитки я поставила, у меня 6, потому что у меня тут сэндвич из 2 слоев ткани и синтепона. Но для моей машинки, вот когда стоит на 6 при такой толщине заготовки, то нормально получается. Вот посмотрите, на второй заготовке уже как-то поприличнее выглядит. Конечно, еще есть к чему стремиться. Но посмотрите, здесь вот первая заготовка, сплошные узлы, потому что и нитка путалась, и рвалась, и все на свете. И вот здесь вот это изнанка.
моей заготовки и там изнанка. Все-таки чувствуется уже разница, все-таки уже какой-то навык появился. И я хочу попробовать теперь стягать то же самое, но с вязальными нитками. Для этого у меня есть отдельный шпульный колпачок. У него уже вот здесь вот винтиком натяжение нижней нитки отрегулировано так, чтобы туда вставить толстую нитку. Но на самом деле она не толстая, а она тонкая, вязальная. Но для машинки она, конечно, толстая. Верхняя у меня будет обычная сороковка. А вот нижняя нить у меня идет вот такая вот. Я уже намотала на шпульку. На самом деле не обязательно это делать вручную. Я это делаю прямо на машинке, так же, как и обычные нитки наматываю. Вставляю шпульку в шпульный колпачок, продеваю эту нитку и иду к машинке. Вставляю в челнок, поднимаю верхней ниткой наверх, так же, как и все мы делаем с обычной, с нижней ниткой, просто это толстая. Так как здесь вот рычажок у меня уже поставлен для свободно ходовой стежки. Так как у меня нижняя нитка толстая, и я хочу, чтобы она у меня была видна на лицевой стороне, я буду шить по изнаночной стороне, стягать. То есть у меня сейчас сверху обычная моя сороковка, а снизу у меня идет вот это вот. У меня, кстати, многие спрашивают, а как же так? А как она пролезает в иголку? Девочки, она вот эта толстая нитка, она вообще с иголкой не соприкасается. Иголка опускает в механизм верхнюю нитку, и эта верхняя нитка подцепляет с собой нижнюю. Иголку подбираем только в зависимости от толщины ниток, верхней нитки, от толщины ткани, которую шьем. Но в результате получается вот такой вот фокус-фокус. Я достаточно уже много в своих видео показывала именно такой способ. Как бы уже это вышивка получается даже почти, а не стежка. Но и стягать можно также. Но смысл использования вот таких вот толстых ниток, чтобы получилось как будто вышито. Так как нитка эта толстая верхняя, она не продергивается, то мы ее с помощью иголки туда вдеваем в иголку, просовываем. И я завязываю прям на 3 узелочка, потому что разной толщины нитки, чтобы покрепче все это держалось. И то же самое делаю со вторым кончиком этой толстой нитки. В результате, смотрите, получается, в принципе, уже начало получаться. И именно вот это вот, видите, наклон вот этого перехода с одного цветочка к другому, он очень важен. Он придает такую вот какую-то аккуратность и системность вот этой стежки. Получается, что это все выглядит единым целым, одинаковый рисунок, одинаковые наклоны. Конечно, у меня не одинаковый еще рисунок, мне еще до совершенства далеко. Видите, вот здесь вот я лишний раз завернула вокруг лепестка. Вообще 3 раза надо было, а я вот 4-й хвостик постоянно так и норовила сделать. Вот здесь вот замельчила. Вообще самое главное, я так поняла, сильно не мельчить. Тогда рисунок получается, вы успеваете подумать, куда дальше вести ткань, иголку, рисунок ваш. Но уже есть разница, да, вот с предыдущей заготовкой и вот с новой. Делаем вывод, что навык надо нарабатывать, повторение мать учения. Если вам понравилось это видео и было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, если еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.